Сирканиз! Здравствуйте! С вами Семен, и вы на нашем канале Tasty Levants. Наше первое видео было посвящено бахшу. Сегодня готовлю оши сирканиз. Еще один традиционный плов бухарской еврейской кухни. Я так понимаю, что некоторые зрители, особенно те, кто знаком с бухарской кухней не совсем понаслышке, сейчас возмущены, прочитав название ролика. Правильный рецепт написано. Наверняка кто-то подумает, что этот ашкеназ спятил, если пишет такое. Какой такой правильный рецепт? Совершенно верно. Нет единственного и неповторимого рецепта. И в каждой семье его готовят чуть-чуть по-разному. Но да, есть общие правила, которые определяют то ли или иное блюдо как аутентичное. Я готовлю сирканиз всегда чуть-чуть другой, чуть-чуть разный. Сегодня будет более или менее приближенный к аутентичному вариант. Итак, начинаем. Сирканиз, прежде всего, что это такое? Плов бухарский, великолепный, я его обожаю. Что сие значит? Наверное, у меня в руках чеснок. В переводе сир – это чеснок. Кто-то говорит, что сыркя – это уксус. Можно объединить и то, и другое, но в любом случае это плов, в котором присутствует много чеснока. Итак, начинаем. Казан. Крышка нам в данный момент не нужна. В казан отправляем масло. Масло виноградной косточки. Беру совсем немного, потому что мясо будет потом жирным. Будет достаточно жира в казане. Немного, это что-то вроде 100 грамм. Так, включаем нагрев. Пока масло греется, займемся чесноком. Так, масло разогрелось. Я набираю в половник немного масла, что-то вроде 40-50 грамм, и заливаю чеснок. Все, теперь он будет ждать своего звездного часа, мы его оставляем до конца готовки. Масло разогрето очень хорошо, опускаем лук. Лук можно порезать иначе. Эти кубики для меня самые удобные. Лук обжаривается на огне выше среднего, довольно тщательно. Весь процесс займет минут 10 как минимум, пока не образуется красновато-золотистая корочка. Лук жарится эдак минут 5, добавляю зернышки зыры. Лук дошел до своей кондиции почти до того состояния, которое мне нужно. Я добавляю чеснок. И обжариваем их вместе еще немножко, буквально несколько минут. Добавляем мясо в казан. Пока мясо жарится, мы занимаемся
морковкой. Рубим ее тоже на мелкие кубики перед закладкой в казан. Мясо прожарилось до той кондиции, как мне нужно. Добавляю морковь. Моркови довольно много. Перемешиваем обязательно. И сразу же добавляем немножечко специй. Молотый кориандр. Молотая зира. И черный перец. И сразу же перемешиваем. Мы даем всему содержимому казана обменяться вкусами буквально несколько минут и переходим к следующему этапу. Все время мешаем. Я не хочу, чтобы мясо тушилось, я хочу, чтобы все содержимое казана жарилось и обменивалось вкусом. Произошла небольшая ошибочка. Сейчас я собирался добавить хумус, нухат, но я слегка ошибся. Он у меня был в морозилке, и я подумал, что это просто замоченный хумус. Но, увы, это уже сваренный хумус. Если я его сейчас добавлю сюда, перед водой и сварю, то тут у меня просто получится каша, чего я, разумеется, не хочу. Соответственно, мы сделаем из него чудесный хумус, для чего он, собственно, и был предназначен. Очень вкусно, но очень мягкий. Явно не для этого. Добавляю воду немного и оставляю все это дело вариться на полчаса на маленьком огне. Добавляю соль, что-то вроде ложки. Я перевел казан на другую конфорку, она для меня более комфортна. Пусть себе это немножечко кипит, я даже его уменьшаю, что-то вроде 30 минут. И мы переходим к рису, то есть замачиваем его. В этой емкости у меня килограмм риса, я беру пару столовых ложек соли. Бояться абсолютно не нужно, рис впитает в себя соли ровно столько, сколько ему нужно. И заливаю это теплой водой. – 30-40 минут это вполне достаточно, пока зирвак наш сварится, может быть даже и больше. Промываем рис, он замачивался уже что-то вроде получаса, 40 минут, вода очень мутная. Нельзя оставлять рис даже какое-то короткое время без воды, потому что он очень хрупкий в данный момент. Вода сольется в самый последний момент перед закладкой. Пробуем на соль. Зирвак готовится уже что-то вроде 40 минут. Я думаю, что вполне достаточно.
недостаточно. Ну, добавляем еще немножко соли. Кстати, соли добавляем чуть больше, чем если бы я делал какое-то автономное блюдо без риса. Но так как рис впитает еще в себя вот эту вот вкусную соленую воду, и его мы не солим, поэтому вполне можно добавить чуть больше, чем делалось бы в другом случае. Так, соль. Нужно будет потом досолим еще. Вода вскипела. Здесь мы ставим самый большой огонь и переходим к рису. Самое интересное. Точнее, переводим его вот сюда. Добавляем рис. Здесь все замечательно кипит. Перемешиваем сразу же. Воды нам явно не хватает. Рис мы не должны обжаривать, мы его должны сейчас сварить. Очень важно, чтобы это был кипяток, потому что иначе рис может развариться. Сколько воды? Не знаю. Сейчас я добавил так, чтобы он покрывал рис, и мы все время помешиваем. Наша цель сварить рис, выпарить воду так, чтобы рис был сварен на что-то вроде 80%. Нужно добавить еще воды. Рис может адаптировать в себя еще очень много влаги, хотя уже почти готов. Переводим рис на маленькую конфорку, на маленький огонь. Все готово. Переходим к следующей стадии. Все. Оборачиваем крышку чистым полотенцем. Накрываем и оставляем отдыхать минут на 20, и потом проверим. Ну, мы создали термос, рис должен запариться пока что, и мы переходим к подготовке салата для сирканиза, для плова. И сварим яйца перепелиные. Не совсем традиционно, но на моей бывшей родине почему-то в последнее время появилась мода подавать плов любой с перепелиными яйцами. Чего я не помню с детства. Ну, тем не менее, может быть, яиц тогда не было, бог его знает. Прошло 20 минут, мы разбираем конструкцию для последнего этапа. Сейчас нужно заложить чеснок, который, помните, мы в начале залили кипящим маслом. Сейчас он опустится сюда в рис, и мы это все дело перемешаем, и это будет еще какой-то дополнительный тот самый аромат сирканиза, который мы хотим получить. Добавляем чеснок. Все, перемешиваем. Накрываем крышкой, без огня, оставляем запариваться еще минут на 10. Раскрываем.
томаты. Положить на блюдо. Ну, пока что этого достаточно. Это надо кушать теплым. Поэтому... На самом деле, в тех местах, где я родился, немало людей предпочитают есть плов руками. И у этого есть довольно веские основания, я тоже так считаю. Потому как к обонянию и вкусу присоединяется ощущение руками. Всем приятного аппетита! И мне тоже. Спасибо. Лихаем. С чаем. Лихаем. Класс.